Аль-Наср нацелен на звезду АПЛ. Обладатель золотого мяча. Дисквалификация Тонале. Рамсдейль думает о переходе в Челси. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом выпуске. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Фланговый защитник Баварии Альфонсо Дэвис был очень близок к пролонгации контракта с клубом. Об этом информирует ресурс Bayern and Germany. Стороны практически договорились о сделке, однако в Баварии сменилось руководство. Хасан Салихамиджич был уволен с поста спортдиректора. Затем переговоры пришлось заморозить. Сейчас Дэвис склоняется к тому, чтобы уйти в другую команду. Альфонсо предпочитает перебраться в мадридский Реал. Ювентус продолжает рассматривать Пьера Эмиля Хёйберга в качестве хорошего кандидата на усиление состава. Как сообщает Кальцио Меркато, туринский клуб планирует арендовать датчанина в январе и прописать в сделке возможность летнего выкупа. Смена клубной прописки наверняка интересна Хёйбергу, поскольку сейчас он не является твердым игроком основы Тоттенхэма. В чемпионате Англии этого сезона полузащитник провел на поле лишь 212 минут в 8 матчах. Нападающий Атлетико Бильбао Нико Уильямс интересен сразу 4 клубам из АПЛ. По информации от 90min Football, футболист сборной Испании находится на радаре у таких команд, как Тоттенхэм, Арсенал, Ливерпуль и Астон Вилла. Однако 21-летний Уильямс сейчас очень близок к продлению контракта с Бильбао. По информации журналиста Руди Галетти, Аль-Насср связался с агентом Кевина Де Брюйне в надежде переманить полузащитника Манчестер Сити. Утверждается, что ситуация развивается, поскольку саудовский клуб надеется подробно объяснить 32-летнему бельгийцу свой спортивный проект. У Де Брюйне контракт с Сити до лета 2025 года. В этом сезоне игрок поучаствовал лишь в 2 матчах из-за того, что получил частичный отрывной перелом мышцы. Сообщается, что из-за проблем с физической формой Манчестер Сити приостановил переговоры о новом контракте до тех пор, пока Кевин не поправится. По информации Кальцио Меркато, Челси и Манчестер Сити попытаются выкупить Бастони у Интера в ближайшее зимнее трансферное окно. По данным издания, Челси очень нужно укреплять оборону на фоне потенциального ухода Тиаго Силвы по истечению контракта. Сити тоже не откажется от нового центрального защитника в рамках идеи главного тренера Пепа Гвардиолы о постоянном усовершенствовании состава. Ньюкасл намерен судиться с Миланом из-за бана Сандро Тонале за ставки. Полузащитника английского клуба отстранят от футбола на 10 месяцев. Он пропустит оставшуюся часть сезона АПЛ и не сыграет на Евро 2024, если Италия туда попадет. Ньюкасл пригрозил подать иск на несколько миллионов евро, когда бан игрока сборной Италии вступит в силу, сообщает Футбол Италия со ссылкой на Коррера делла Спорт. Англичане в ярости из-за того, что в июле заплатили за Тонале 64 миллиона евро и не смогут использовать его до конца сезона. Клуб не будет платить игроку зарплату во время дисквалификации. Тонале получает около 8 миллионов евро чистыми за сезон. Фабрицио Романо о золотом мяче. Лионель Месси выиграет «Золотой мяч» 2023. Все признаки указывают на это, но пока нет официального заявления. Решение будет обнародовано в понедельник вечером в Париже. Это будет исторически 8-й «Золотой мяч» Месси. Челси проявляет интерес к голкиперу Аарону Рамсдейлу, утратившему место в стартовом составе Арсенала. Как утверждает авторитетный журналист Бен Джейкобс, Челси уже задумывается об апгрейде относительно голкипера и внимательно наблюдает за ситуацией вокруг Рамсдейла. Рамсдейл понимает, что для участия на Евро 2024 со сборной Англии ему нужно играть регулярно, поэтому Аарон
может быть доступен для трансфера уже в январе. Челси – не единственный клуб, проявляющий интерес к Рамсдейлу. Виды на экс-голкипера Шеффилд Юнайтед и Борнмута также имеет Бавария.